Приветствую вас, мои дорогие любители Азии, мои маглы, волшебницы, волшебники, джедаи, ситхи и другие друзья. С вами снова я, русский гик и гэг-вумен на территории Кореи. Если вы пропустили этот момент, это, короче, анимешники, геймеры, все вместе взятых и все такое. И сегодня, да, я решила вам рассказать одну из тем, которые я буду постепенно поднимать тоже на этом замечательном канале в разных, скажем так, разрезах. Каково это жить с парнем-корейцем? Поэтому, если вы заинтригованы и заинтересованы, не забудьте подписаться на мой канал, поставить пальчик вверх, оставить свой комментарий, подготовить свои сипи-сип, а это всякие напиточки, печенюшки и так далее, и готовиться внемлить времени. Поехали! В зависимости от региона и того, какое обучение получил и от семьи, и от общества человек, все равно будет все иначе. И всех под одну гребенку, в принципе, нести нельзя. Поэтому видео такого характера, как каково это жить с корейцем, каково это встречаться с корейцем, каково это дружить с корейцем и так далее, они все-таки будут нести в себя определенную, не совсем общую подоплеку, хотя определенные вещи будут, конечно же, похожи, но не все. В моем случае, у меня, по-моему, вообще во всех вариантах очень рарный вариант, потому что, ты ж анимешник, ты иначе видишь мир. Когда ты приезжаешь только сюда и, в общем-то, пытаешься как-то адаптироваться, понять культуру и так далее, первое, что с тобой происходит, это, понятное дело, шок, потому что в Корее до сих пор сожительство между девушкой и мужчиной, не совсем классная штука, и не все это, в общем-то, пользуют. Это типа из разряда, ой, да, есть, заметьте, есть, такие вещи уже давно практикуются сейчас. Но на тот момент времени это было из серии ой-ой-ой-ой, как это так? Будем честно говорить, я сюда приехала, я снимала у этого человека комнату, причем не одна, со своими подругами, поэтому полный... Как так? У него там живут иностранные девушки. Неважно, мы на тот момент еще как бы не особо были парой, конечно, мы только к этому шли. И первый год, что происходило, это, конечно же, совместное сожительство, которое привело к огромному количеству слухов. Вы знаете, там земля слухами полнится и все такое, но только здесь это просто в умноженном на 1000 варианте. Понятное дело, пока не вмешалась его мама, там что-то не объяснила, не рассказала, это был определенный стресс и ему, и мне. И, в принципе, девчонкам тоже. Потому что оценивают, осуждают и, конечно же, сравнивают. Следующая штука, которая, в принципе, произошла из-за нашего же сожительства, это столпотворение. То есть, по идее, мы должны бы там, как-то жизнь строить, потому что первый год сожительства, это как раз ты простраиваешь свою романтическую жизнь со своей половинкой, да хрена вам лысого. Столпотворение друзей, которые ему не верили, что вообще-то у него живут иностранка в первую очередь, да, а потом уже одна из них оказывается его девушка. Была моя ошибка, когда люди к нам приходили в гости, понятное дело, русское гостеприимство. Я накрывала на стол, все было замечательно, всем все нравилось. Я, в общем, выполняла роль, в общем-то, жены уже. И как бы это была ошибка, но с другой стороны, я же вроде снимала еще пока что, мы не совсем вошли в стадию прям отношений, поэтому еще как-то было не совсем все ясно, а народу было интересно. И получается, вставлялись палки в колеса в тот самый период, когда мы бы должны уже там, знаете, уже давно бы сойтись. Но вот эти вот палки в колеса в виде общественности, его же, собственно говоря, друзей, они, конечно, сделали свои тормоза в наших отношениях, и с психологической точки зрения совершила огромное количество ошибок, которые привели к тому, что, конечно же, наши отношения затормозили, пошли совершенно в другом направлении. Дальше идет, конечно, все то, что люди обычно говорят. Это знание языка. Я приехала сюда с вторым ГИПом, с счастливым образом полученным вторым ГИПом. Чисто повезло, понимаете? И с дырками в грамматике, на которые я каким-то макаром из-за желания общаться со своим молодым человеком, с его друзьями, в принципе, как я вообще осилила и приклеила на эти просто пропасти в грамматике 4-й ГИП. Я этого вообще не понимаю, сама не осознаю, как я вообще сдавала тесты, почему у меня, в принципе, получалось набрать вот этот минимум какой-то, и мы, в принципе, не могли общаться. Поверьте мне, менталитет сеульца и пусанца – это совершенно две разные вещи. И уж тем более определенные понятия отношений и попытка их простроения. Поэтому body language был просто в путь практически по всему, можно так сказать. Даже когда ты какую-то мелочь пытаешься ему объяснить, и
кроме body language и крокодила у нас просто практически ничего не было. И вот, понимаете, когда вы час пытаетесь что-то объяснить, и там наконец-то это понимают, и уже объясняют тебе, ты уже не готов как бы принимать информацию, ты до такой степени уже выдохся, что это был, наверное, второй тормоз наших отношений. Потому что это очень тяжело, в принципе, перенести. И действительно, многие правильно говорят, что уже все-таки надо хоть как-то знать язык, хоть какой-то, чтобы мочь хоть что-то объяснить. Потому что, body language, это, конечно, клево, на первых порах было смешно и замечательно, но потом это стало проблемочкой такой. Дальше, конечно, идет менталитет и культура. Даже при условии того, что я до этого изучала японскую культуру и знала, в принципе, какой-то такой вот уровень менталитета. И в 2011, когда я сюда сгоняла, я сделала определенную параллель, что там определенное запоздание социального развития, там, да, и, соответственно, у них там есть определенные рычаги, на которые можно тоже как-то полагаться, понимая это, можно сделать какие-то выводы, вообще завоевание мира не так уж и сложно будет. Я не сделала выводы по одной маленькой причине. Сеул и Пусан, опять же, две разные вещи. И вроде бы они ближе к Японии, и дружба с Японией была более такая, как бы, дружеская все-таки, даже при всех исторически сложившихся вещах. Но многие вещи здесь иначе, просто совершенно иначе идут, и даже, по идее, рабочая какая-то схема, менталитет, который ты уже, в принципе, переварил, принял, он, опять же, мешал, потому что если с одной стороны ты все понял, ты принял, с другой стороны, в принципе, я думаю, в Сеуле тоже по первости так было, народ не был готов все принять. То есть, как бы, тебя полностью не принимали, из-за этого было столкновение культур, столкновение менталитета, потому что, будем честно говорить, да, у нас тоже общая картина с Россией имеется, народ по этой общей картине всех нас судит, но у нас мало то, что из города в город все меняется, так еще из семьи в семью. И здесь та же самая картина, из семьи в семью какой-то свой маленький мирок, на который ты, при всем желании, даже через 1,5 года обучения языку и менталитету, и вообще адаптативных программ, ты не можешь правильно все сконнектить, и оказывается, что ты уже слишком много знаешь про культуру, а вот именно в этой семье почему-то все иначе. У тебя несостыковочка. Как так? Ты же только что выучил, ты только что понял, осознал, а здесь все не так. И вот тут опять начинается несостыковка, потому что, во-первых, ты не понимаешь, почему иначе, и когда тебя допирают уже совершенно спустя время, когда вы начинаете по-настоящему как бы ругаться, потому что это абсолютно нормально, потому что вы устали, и как бы, не все могут идти постоянно на поводу того, что ты иностранка, тебе надо помочь. Люди тоже устают, особенно когда они работают, причем взахлеб работают на нескольких работах, ты начинаешь это понимать, и да, не у всех идеальные отношения, люди тоже ругаться могут. И когда происходит этот вот момент X, с одной стороны, человек пытается, чтобы ты остался, делать все необходимое, чтобы ты остался, а с другой стороны, идет несостыковка того, что, а зачем вообще это делается? То есть это все-таки в продолжении отношений, это в продолжении каких-то других желаний, или это какой-то, не знаю, прикол, что ли, надо мной, потому что он может, а я нет. Вот этот вот разрыв шел очень сильно, потому что ни под один шаблон просто не подходили отношения, и уж тем более действия. Если я могу сказать какие-то общие шаблоны, которые, в принципе, работают в среднем, здесь они не работали вообще. Первый год мы вместе жили, но как бы парой стали уже под конец года, конкретно парой прям. Но до этого вот как бы шел вот этот вот процесс осознания, борьбы с языком, ассимиляция какая-то, да, там адаптация между двух культур, двух стран. Это прям завоевание. В общем, неплохо, в общем-то, прошло, конечно, да, не без проблем. Проблемы были, и, в принципе, они в какой-то степени решились, но если только та сторона готова принимать. Если та сторона не готова принимать, эти проблемы не будут никогда решены. Чтобы вы понимали, да? Наверное, еще одна вещь по факту первого вместе сожительства стала то, что именно тогда я узнала, что они сами ничего в доме не делают. То есть, если более старшее поколение еще что-то умеет, и, возможно, даже учит, в моем варианте этого не было. Почему? Не было отца, который мог научить. Чтобы вы понимали, сразу там не писали, что нет, вот у меня там, вот он знает, он умеет, Google в помощь и так далее. Не у всех хорошо сложившаяся семья, правильно, да? И поэтому человек, в принципе, привык к тому, что он не знает даже, как лампочку вкрутить, да, он не знает, как покрасить, и уж даже местами не был обучен тому, как даже переключатели света тоже поменять. И когда произошел момент X, одно дело лампочку без выключения полного света менять, это ладно, это фиг с ним, знаете, кому повезет, тот молодец. Но менять этот несчастный переключатель без выключения света, как бы долбанет его пару раз, конечно, научится, но знаете, когда вы живете у этого человека, снимаете еще пока что эту комнату, а не дай
боже, с ним что-то случится, куда ж ты денешься? Поэтому крики, визги стояли на русском мате, потом перешли на английский, потом уже на каком-то непонятном корейском. Мы стояли и показывали, как это делать. Да, я умею это делать, потому что папа сыночку хотел. И да, я после этого узнала, что им проще кого-то позвать, сантехника, электрика и так далее, нежели делать что-то самому. Ну, хотя после совместного сожительства определенные вещи, конечно же, Google в помощь, либо с моей подачи. И, в принципе, наверное, если просто объединить весь вот этот первый период сожительства именно как парень и девушка, можно выделить определенные вещи. Совместное сожительство здесь было тогда не принято, и до сих пор это достаточно небольшая диковинка даже для корейцев. А то, что ты иностранка, это диковинка, из-за чего, конечно, столпотворение, слухи и многое другое будет всегда вокруг, по первости, так уж тем более. Ну, зато, с другой стороны, он постоянно тобой хвалится, постоянно говорит, как ему повезло, все ему, конечно, не верят, поэтому он с удовольствием таскает по друзьям и показывает радостно им в лицо. А ты такой, ну да, я его девушка, там все-таки да не может быть. Ну и еще одна вещь, конечно же, да, ты все равно за счет вот этой определенной любви, ты начинаешь быстрее изучать язык, потому что тебе хочется уже с человеком общаться, что-то ему говорить, там все такое, вообще в какую-то полемику войти, не в плане скандала, просто давай поговорим за что-нибудь, ну давай. Желание, в принципе, общаться, конечно же, есть, оно тебя стимулирует в плане изучения языка, при том всем, что он на самом деле мне не особо в этом помогал, то есть он типа, сама давай, я такая, окей. Поэтому да, сожительство с парнем-корейцем было достаточно сложным испытанием. Поэтому на этом все. Поверьте мне, будут еще видосики примерно на такую же сравнительную тематику. Так что не забудьте подписаться на мой канал, поставить пальчик вверх, оставить свой замечательный комментарий, клацните по колокольчику. И на каком языке я расскажу следующее сравнение, кто знает. Увидимся. Пока-пока. Да. Первый скандал у нас был из-за простой вещи. Мы задолбались друг другу устраивать крокодил. Нет, это были даже не какие-то чувства, да? А, ты меня не любишь, ты меня не понимаешь. Нет, мы тупо задолбались друг другом в крокодил играть, потому что это уже просто тяжеловатенько.